Всем привет! В этом видео хочу показать, что мы делаем неотложно и в первую очередь весной на клубнике, после ее выхода из зимы. Это будет комплекс мер, который в конце концов помогает нам получать хороший урожай ягод. Ну что, давайте начнем. И, конечно же, начинаем всегда с осмотра насаждений, как они перезимовали и как они себя чувствуют на момент осмотра. Не удивляйтесь, если увидите на грядке с клубникой много сухих поврежденных листьев. Это нормально, потому что клубника это такое растение, которое периодически заменяет свои листья с некоторым интервалом. Одни отживают и сохнут, другие нарастают. Поэтому после зимы много сухих поврежденных, и первое действие, что мы делаем, это вычищаем все поврежденные листья. Нужно делать это с аккуратностью, не повреждая розеточку, из которой будут нарастать последующие молодые листья, и не дергая за подсохшие листья. На первый взгляд может показаться связь между сухим листом и кустом слабой. Огородник дергает и поддергивает сам кустик. В это время, ранней весной, корневая система на клубнике достаточно слабая. Поэтому ножнички аккуратненько все обрезаем и выносим с участка куда-нибудь подальше на компостную кучу. Три цели, которые мы решаем с помощью этой простой, хотя и трудоемкой операции. Первое. Мы улучшаем вентиляцию между кустами. Второе. Мы даем больше доступа солнечному свету, а весной солнечный свет не настолько интенсивный, поэтому именно почищенное растение максимально будет потреблять солнечный свет и улучшать свое развитие. И третье, что мы решаем, это, понятное дело, на сухих листах вместе с ними мы выносим, возможно, находящихся там возбудителей заболеваний и личинки различных зимующих вредителей. Следующее, что делаем, смотрим прогноз погоды. Если по прогнозу уже не предвидится таких ощутимых заморозков, то убираем зимнюю мульчу. Осенью мы мульчировали насаждение клубники соломой. Если вы какими-нибудь соломистыми материалами проводили мульчирование, такими как солома, сухая трава, листья, то вот эти материалы нужно убрать. Это дает нам возможность начать прогрев верхнего слоя почвы, в котором расположена корневая система. Если оставить мульчу, то корень прогреется очень нескоро. И клубника до момента прогревания почвы не начнет нарастать, мы будем терять время. Следующий момент, третий, это проведение рыхления. Что дает нам рыхление и для чего? Когда у нас на грядке лежала мульча, она задерживала испарение влаги, которая на грядке накопилась с зимы. И эта влага очень необходима будет растению, когда пойдет развитие корневой системы и нарастание листьев. Так вот, чтобы не потерять эту влагу, чтобы она не испарилась по каналам, которые за зиму все-таки образовались в почве, мы проводим рыхление. Мы разрушаем рыхлением эти каналы, выводящие влагу и приводящие к тому, что почва пересыхает. И кроме того, проведя рыхление, мы улучшаем доступ воздуха и дыхание корневой системы клубники. И четвертое действие – это весенняя обработка почищенных растений. Мы проводим первую весеннюю обработку от спектра болезней, которые могут оставаться на растениях. Вот сейчас, ранней весной, когда еще достаточно далеко до сбора урожая, до сбора ягод, нужно использовать химические препараты, потому что биологические при температурах ниже плюс 16 градусов они практически не работают. Сейчас работают только химические препараты, а время выпускать нельзя, поэтому без них никак не обойтись. При плюс 3 градуса выше нуля хорошо работает препарат Хорус от целого спектра заболеваний. Мучнистая роса, серая гниль, пятнистости и еще много-много болезней. Один из немногих препаратов, который именно работает при таких низких температурах. Вот обработку Хорусом мы сейчас и делаем. И если вы заметили, друзья, я ничего не говорю об проведении подкормки. Сейчас подкормку еще не проводим. Грунт холодный, корневая система неактивна, и залитый под корень грунт, он просто будет балластом. В лучшем случае дожидаться, пока прогреется грунт, а в худшем
дождики пойдут, и наши подкормки вымоют в более глубокие слои, и подкормка просто потеряется. Она будет бесполезна, поэтому сейчас не проводим первую подкормку. Я так ориентировочно думаю, как мы обычно делаем, будем проводить в районе начала апреля. Вот, друзья, все действия, за которые я хотел рассказать, которые необходимо сделать ранней весной на клубнике, неукоснительно, вот только в комплексе. Все действия дают хороший результат. На этом видео закончу. Спасибо за внимание. Всем хороших урожаев, крепкого здоровья и мирного неба над головой. До свидания.